Установка охранной сигнализации на автомобиль «Газель Бизнес». Для установки сигнализации нам понадобится сама охранная система сигнализации, производитель и марка может быть любая. В данном случае используется KGB AX5. Сигнализация без автозапуска принципиально. Модель достаточно качественная, производитель проверен не раз. Перед тем, как перейти к обзору самой сигнализации, что в ней находится в коробке, давайте посмотрим вспомогательные инструменты и материалы, которые понадобятся при установке. В первую очередь, конечно же, это так называемые соленоиды, то есть электрозамок, который устанавливается в дверь. Ну, еще по-другому его называют активатор. Служит для того, чтобы отпирать и запирать замок двери. Центральный замок, одним словом. Для автомобиля, у которого две двери, как в данном случае «Газель», используется два соленоида. Для автомобиля, скажем, легкового, который имеет 4 двери, 4 замка. Ну или в эконом-варианте 2 замка на только 2 передние двери. По запросу на данное оборудование самое главное помнить то, что мощность замка должна быть максимальной. Слабенький электрозамок способен в мороз спасовать. Далее нам необходимы будут также концевики. Они используются для того, чтобы охранная система знала, открыта дверь или закрыта. Ну и, естественно, в случае ее открытия, когда автомобиль находится под охраной, охранная сигнализация будет подавать тревогу. Также нам понадобится проводка, скажем, двух типов. Одножильная, естественно, желательно медная, и двухжильная. Можно использовать одножильную и обойтись только ею. Качество проводки также должно быть приемлемым. Еще очень пригодится инструмент для зачистки проводов и обжимки кабелей. Полезная штука. Можно справиться, конечно, и обычными кусачками или ножницами, а также ножом. Ну и не обойтись без изоленты. Также для установки сигнализации практически во всех случаях понадобится цифровой мультиметр. Можно и аналоговый, конечно, но желательно цифровой, с ним удобнее работать, на мой взгляд. Модель любая. То есть самая простая, вот типа вот этой, сгодится. Для чего он нужен? Для того, чтобы без труда определить, куда приходит питание, например, прозвонить замок зажигания, либо найти провода, отвечающие за включение указателей поворота, например. То есть с помощью него принципиально не нужно никаких схем. Можно все прозвонить и узнать, какой провод куда идет, и, естественно, уже запитывать сигнализацию и подключать те или иные ее функции. Также для качественного соединения проводов можно использовать скрутки друг с другом, то есть брать медную проводку этого кабеля и друг с другом скручивать, потом изолировать изолентой, естественно. Но надежнее гораздо, на мой взгляд, будет использовать паяльник, сгодится любой, а также, естественно, некоторые аксессуары для него, такие как всевозможные припои, сосновая канифоль, например, сгодится. Ну и, естественно, необходим будет сам припой. То есть олово. Для того, чтобы облудить провода и спаять их друг с другом. Также, помимо изоленты, можно использовать термоусадочные трубки различного формата, различных размеров. Теперь обо всем по порядку. Непосредственно сигнализация. Каждая сигнализация предусматривает наличие определенных компонентов, вложенных уже в коробку с завода. Но это, конечно же, инструкция. В первую очередь, вообще установку любой сигнализации следует начать с того, что в любой инструкции, очень здорово, если она русифицированная, на последней страничке, классический вариант, всегда будет присутствовать
схема подключения разъемов. То есть с помощью данной схемы можно будет очень четко и быстро подсоединить нужные разъемы к концевикам, к активаторам открывания дверей, запитать систему и так далее. Далее. Внутри содержится брелок. Сигнализация с двухсторонней связью, поэтому брелок пейджер, на который приходит сигнал и который в свою очередь сам активирует режим открывания, закрывания, постановки на охрану. Далее сам блок сигнализации, центральный, скажем так, корпус, центральный процессор. Он имеет основной 20-контактный разъем, а также несколько разъемов для подключения, скажем, датчика удара, всевозможных различных датчиков вспомогательных, которые идут как в комплекте, так и, возможно, докупаются в дальнейшем для усовершенствования системы. Ну и вот двух подключения реле стартера. То есть, чтобы автомобиль, находящийся под охраной, не завели злоумышленники. Также идет проводка со всеми разъемами. Некоторые из проводов снабжены встроенным предохранителем разной мощности. Также здесь присутствует простой брелок, не оснащенный функцией обратной связи. Ну и, конечно же, идет антенна, которая крепится в автомобиле на лобовое стекло и посылает сигнал в случае тревоги. То есть связывается с брелком внешним, который находится у вас в кармане. Также находится крепеж для подкапотного концевика. Сам концевик также присутствует. Вот он. Как правило, производитель ложит такой аксессуар сразу. И датчик удара. Датчик удара с двумя регулируемыми зонами. Как он работает, мы с вами выясним в процессе установки, я вам расскажу подробно. Как его необходимо крепить, в общем, все особенности. Также в некоторых сигнализациях, но не во всех, идет дополнительно колокол. Ну, значит, сирена. Бывает она 6-тональная, 7-тональная, 1-тональная и так далее. Самое главное здесь принципиальное различие — это мощность. В данном случае используется 20 Вт. Принцип подключения очень простой. Плюс-минус. В основном используется плюс-минус, на кузов автомобиля уходит. Естественно, у данной сигнализации есть также режим бесшумной работы. Все это мы сейчас установим на данный автомобиль. Для того, чтобы снять обивку двери, нужно снять 3 элемента. Ручка опускания стекла крепится на штифте, который выдавливается из корпуса ручки. Ручка, за которую держится водитель, открывая-закрывая дверь. 2 болта на 8 снимаются декоративные крышечки отсюда. Здесь они прикреплены пластиком. И ручка открывания двери. 1 болтик. После чего, преодолевая сопротивление защелок, которые расположены по всему корпусу, руками снимаем накладку. После снятия обивки двери мы получаем доступ в дверь. Для этого необходимо экран дополнительный от влаги и шума, который установлен. Его необходимо отсоединить от двери. Он прилеплен на специальной черной герметизирующей ленте. Весь его отделять не нужно, отделяем только его верхнюю часть, чтобы получить доступ к данному окошку, для того, чтобы протянуть в дальнейшем проводку через герметизирующий рукав в панель приборов, то есть к самой сигнализации. И также нам необходимо будет вот это окно, где дополнительная герметизирующая пленка установлена. Поднимаем ее и видим, что верхняя часть замка
и тяги стали доступны. К ним мы будем крепить привод электрозамка, открывающего, отпирающего и запирающего дверь. Для того, чтобы тяга данного привода ходила свободно, необходимо сымитировать закрытый замок. Для этого нажмем на его запирающую часть. Все. После этого мы можем использовать тягу и крепить к ней электрозамок. Теперь откручиваем наконечник отпирания двери. Саму тягу через специализированное технологическое окно в самой двери выводим наружу. Вот так. Теперь к ней мы прикрутим тягу электрозамка. Теперь берем сам привод замка, надеваем на него тягу, идущую в комплекте, также конечное крепление, и крепим его к тяге замка двери, который идет на отпирание-запирание. Он будет находиться в данном случае вертикально, вот таким образом. Засверливаем дырочки дрелью под крепление электрозамка. Для монтажа элементов сигнализации в салоне придется снять нижний кожух панели приборов, под которым расположена печка. Также необходимо будет снять накладку стойки крыши, для того, чтобы установить элемент антенны двусторонней связи сигнализации. Также необходимо снять крышку блока предохранителей. Также в обязательном порядке снимаем кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к замку зажигания. Теперь мы включаем мультиметр в режим поиск напряжения и прозваниваем замок зажигания. Розовый провод, рабочее напряжение. Желтый провод, рабочее напряжение. После включения зажигания напряжение появляется на красном проводе и коричневом проводе. Белый провод на замке зажигания — это провод стартера. То есть тот провод, который подает питание на втягивающее реле. Теперь нам нужно найти, где подключить указатели поворота, запитать, чтобы при постановке на охрану и при снятии с нее индикация световая присутствовала. Для этого нам необходимо под рулевым кожухом найти колодку белого цвета, на выходе из которой желтый и красный провод будут, соответственно, желтый правый поворотник, красный левый. Ну или наоборот, не принципиально. То есть в данном случае к колодке припаял два тоненьких провода, поскольку напряжение здесь минимальное. И контролька мы сейчас проверим. Левый, правый. Тщательно изолируем соединение. Теперь надежно припаиваем выходы от разрыва провода
на стартер, на втягивающее реле, к силовому реле, идущие провода, на сам блок охранной сигнализации. Очень желательно заизолировать, например, с помощью термоусадочных трубок или изоленты. Удобнее всего сам блок сигнализации управляющий установить в левой нижней части подпанельного пространства. Для этого откручиваем 4 болта крепления модуля блока предохранителей и отводим его в сторону под панелью, не отсоединяя клеммы. Также с левой части панели отсоединяем заглушку. Она крепится на 4 защелках. Открывается вручную. После чего появляется вход под панель приборов с возможностью монтажа оборудования. При подключении питания к блоку сигнализации всегда нужно помнить, что минус с клеммы аккумулятора нужно снимать, чтобы в процессе монтажа не произошло короткое замыкание. По центру лобового стекла приклеиваем модуль двусторонней связи. Пропускаем его провод под обивкой крыши и выводим под панель. Провод многожильный. В подкапотном пространстве необходимо произвести следующие работы. Установить сирену сигнализации в любом подходящем для этого месте и установить концевик капота. Также необходимо провести провода как к концевику, так и к сирене. Удобнее всего это сделать там, где проходит тросик механизма открывания капота. Отверстие прорезинено, и провода не будут замыкать о кабину автомобиля. Удобнее всего концевик капота крепить на корпус механизма стеклоочистителей. Всего один болт, переходная пластина и непосредственно сам концевик. Концевики настраиваем таким способом, чтобы он имел минимальный ход. Перед тем, как установить панель приборов, блок сигнализации и всю проводку, необходимо еще раз проверить все соединения, особенно силовые цепи. Посмотреть качество пайки, как получилось, после чего устанавливать блок сигнализации, датчик удара и прочие элементы в панель приборов. Нужно помнить, что сам блок сигнализации должен быть надежно укреплен к силовым элементам панели. Датчик удара должен находиться на внутренней части кабины, на металлическом листе перегородки моторного отсека, либо боковины. Никакого двустороннего скотча, к примеру, при креплении не допускается. После того, как сигнализация полностью установлена, осталось самое приятное – проверить ее работоспособность. Для этого мы ставим автомобиль на охрану. Все режимы безопасности сработали. Сигнализация полностью функциональна. Можно пользоваться.